Здравствуйте, это центр на Засекин-ТВ. Центр первоначально это центр по борьбе с экстремизмом. Это действительно центр по борьбе с экстремизмом, то есть с ограниченностью, косностью, тупостью, нежеланием понимать другого. Да? Мы здесь стремимся понимать иное, другое, новое, неожиданное, хорошо забытое старое. Сегодня у нас в гостях здесь, вот, да, между Европой и Азией, где блуждает призрак Репина, да, в Европе блуждал призрак коммунизма, то есть Карла Маркса. Вот в этом состоянии между у нас в гостях сегодня голландские художники Луиза Дегенер и Дав Малдер. Добрый вечер. Я не могу не среагировать на это, потому что Нидерланды, Голландия, да, совсем недавно произошло, вы знаете, то, что произошло, да, в небе над Луганской областью. Насколько легко, естественно, вам было приехать сюда, или принципиально, наоборот, вопреки, вот именно в этой ситуации, достаточно сложной и мучительной, и неоднозначной. What does it matter for you? Was it really difficult for you to come here in Russia after the incident? No. Yeah, for me it was a bit more difficult, I think. But I mean, I thought about it. I thought about it a lot. Ну, вообще, да, мне было это непросто. Я о произошедшей трагедии думала много. But then, like, we were invited by Roman and his wife, and we can't betray them. No, we can't put the politics and the people who are living here in Russia on the same level. Но дело в том, что нас пригласили Нелли и Роман, то есть частные люди, и мы не можем какие-то свои политические воззрения и политические опасения на невинных людей проецировать. And I think it's also very important. This morning, Luz was reading this article in a news magazine. And this article was about that the Dutch people and the Dutch government should mourn everybody, not only people with a Dutch passport. Yeah. So and because a passport is not the same as a person, so therefore I also don't blame any Russian for this. Exactly. Ну вот мы как раз сегодня утром читали статью, посвященную этим событиям, и голландское правительство призвало оплакивать не только голландских граждан, но и всех. То есть вне зависимости от паспорта. И таким же образом мы не можем огульно по какому-то национальному признаку винить Россию или всех россиян. Вот существует утрированно две точки зрения на искусство. С одной стороны, искусство вообще дистанцируется, это совсем иное, да, от политики. И вторая точка зрения, и тоже бывает результативная, что наоборот, что между искусством и политикой вообще нет никакой границы. Да, искусство как бы поглощает, происходит настолько близко, да, к каким-то горячим точкам, да, политическим, да, человеческим. Вот какая точка ближе вам? Да? Вот это нечто совершенно иное, или вы уничтожаете всякие границы с политическим? So there are two points of view on the art. Whether art should be in precise communication and interaction with political situation, or whether it should be quite outside. So what is your opinion about this? I think art should react on the world around. По моему мнению, конечно, искусство должно так или иначе реагировать на события, непосредственно происходящие в мире. But it doesn't mean that it always has to address political subjects. Но это все происходит не совсем напрямую, то есть не то, чтобы мы должны реагировать на какие-то политические поводы. Because I think there's also a lot of life outside politics. Вообще, помимо политики, просто кругом очень много различных проявлений жизни. Мы не должны концентрироваться на чем-то одном. So we address social problems in our work. И в наших работах мы обращаемся в целом к социальным проблемам общества. But not only, because politicizing everything can also be problematic, I think. Но вместе с тем и не только к социальным проблемам, и вообще вот стремление политизировать все к хорошему не приводит. Это само по себе проблема. Под политикой, под второй точкой зрения имел в виду, да, когда
помимо всех остальных событий, да, социальных, экзистенциальных, я не знаю, природных, политическое событие тоже становится фактом биографии. То есть это не просто демагогическое, газетное, медийное, а когда оно, да, меняет твою биографию, да, твою походку, твой взгляд, твое самочувствие. Да, это вот такая одна крайняя точка зрения. Вторая, что художник максимально удален, да, он почти с неба или откуда-то, да, с эстетического небосклона смотрит на происходящее. So you are not for art for the art's sake, for complete absence of art from abstraction of art from the political life or different ways of life. For me, not. But I can also add this personal note that I fully agree with what was Lucy what just saying. But that for me, very recently, I have this personal development that I used to make art, which was not dealing with social issues or politics. Ну, вообще-то я согласен с Луизой, но вместе с тем у меня есть немного и свой специфический взгляд, что в последнее время многие произведения искусства вполне хорошо существуют во вне политической ситуации. But that only the very last year I started like realizing I both have the possibility to maybe make a change or at least address things, but also a responsibility to address social issues. Ну, вообще, в целом, я задумался вот об этой серьезной возможной роли искусства только в последний год. Задумался об ответственности художника, об ответственности вообще искусства в целом. Yeah, but I don't think this responsibility is only for artists. I think every living being has this responsibility, and not only in politics, but in every field of life. Но вместе с тем я в данном случае не выделяю художника, то есть вообще любой двуногий, любой человек несет определенную ответственность, и не только в политической сфере, а во всех проявлениях жизни как таковой. Это был неизбежно, я не мог не задать этот вопрос. А теперь, да, вы впервые в Самаре, да, ну первый вопрос, да, как вы пришли в искусство, да, в современное именно искусство, да, не искусство ремесла, как бы традиционное, да, а вот именно, да, вот в это современное искусство совершенно иного языка, да, в совершенно иных границах. Каков ваш путь был? How did you get involved in this contemporary art process? Not only traditional and conventional art, but mostly contemporary art. What was your way towards contemporary art? Your very first steps, probably. Yeah, well, we have both different histories in that sense. Но в данном смысле у нас совершенно разные пути у обоих. Yeah, I started actually with a big interest in fine arts, music and dance. Ну, изначально я с большим интересом изучал искусство, и танец, и изобразительное искусство в частности. From a very, very young age. С очень молодых лет. But I started quite late. I went on a later age. I went to an academy. So mid-20s, I went to an academy to study art. And before that, I danced for a while, and I studied different fields, but I was always interested in art, so I really went to the academy when I was 25. Ну вот, как я уже сказал, интерес к искусству у меня был с измольства, но непосредственно серьезно я занялась искусством сравнительно поздно, когда мне было уже около 25 лет, когда я пошла в академию, но, опять же, перед этим я танцевала и, ну, так сказать, изучал искусство с любительской точки зрения. Yeah. Вы дипломированный художник, то есть у вас есть художественное образование, или вы сейчас учитесь? So you've got diploma of some university, some academy? Yes, the Rietveld Academy in Amsterdam, in the Netherlands. Да, я закончил академию в Голландии, в Амстердаме. And I studied art that late, I think, because then I felt capable of connecting social issues with aesthetics. So to use both in order to bring across Ну вот как ideas. Раз вот в этом все и дело. Я поздно начала серьезно заниматься искусством, потому что только с возрастом ко мне пришло понимание, как можно увязать занятие искусством и как раз вот рассмотрение непосредственно социальных проблем. Да, ваш путь. So your way. For me, I first studied ancient Mediterranean history in Amsterdam. Ну, я сперва начал изучать древнюю историю в Амстердаме. And I got my master's degree in 2006.
И я получил диплом в 2006 году. Yeah, but after having this master's degree, I didn't know what to do with my life. I didn't want to work in this field, so I worked behind a bar. И, в общем, так получилось, что когда я получил этот диплом, я толком не знал, что же делать. Я не хотел непосредственно в этой сфере, вот в сфере античности, работать, и я работал в баре. Yeah, but in my free time, I was involved in creating cultural autonomous spaces in Amsterdam, in old buildings. Но в свободное время я принимал участие в создании различных арт-объектов непосредственно в Амстердаме. Yeah, and I was making sculptures in wood sometimes, because my father is doing this also. И я иногда даже делал скульптуры из дерева. Собственно, мой отец занимался тем же. And then, if you ask what was my way into contemporary art, one evening, I thought like, hey, I can go to art school. I can actually learn this. And the next morning, I woke up and I was happy because I didn't know what to do with my life. I think that moment, that choice, was my way into contemporary art. Ну, собственно, вот так получилось. Просто однажды я подумал, необходимо мне пойти учиться, потому что я не хочу жить так, как я живу, нужно что-то в этом плане изменить. Скажите, вас можно назвать профессиональными художниками? То есть вот социально вы профессиональные художники, или вы еще чем-то занимаетесь, работаете, да, и в свое свободное экзистенциальное время занимаетесь искусством? Или искусство это и есть главное событие в вашей жизни? Is art is your profession? So is it the most part of your life, or you've got some other activities outside the art? It's a very big part. Ну, в любом случае, искусство занимает очень значительную часть. I think art is more a tool. It's like a way of life for me. Like by making art, by relating to all kind of issues through with a creative perspective, that really helps me relate to the world in a different way, I think. Дело в том, что вообще искусство для меня это скорее образ жизни. То есть вот тот инструментарий, который представляет искусство, это и есть то, что я применяю в повседневной жизни. Я, собственно, так живу. Yeah. And my findings I try to make into like performances, art objects, in order to share this with others. И, собственно, вот то, что приходит ко мне в голову в повседневной жизни, я стараюсь трансформировать и воплотить в своих перформансах, чтобы поделиться с другими людьми. Вот в постмодернистской ситуации, да, вот это несколько странно. Ну, условно говоря, да, я всю жизнь занимаюсь поэзией, да, выпустил, вот сейчас готовлю 15-ю книгу. Но если меня на улице спросят, кто вы, да, я, конечно, могу сказать поэт, я могу сказать, что я телеведущий, редактор, преподаватель и так далее. И как бы очень странно. Наверное, да, я, наверное, в определенной ситуации я не скажу, что я поэт. Ситуация это универсальная, вот, и в Голландии. Даже современный художник немножко такая странная субстанция. So, according to Sergei, a contemporary artist is a strange thing. So, being asked about who you are, you hardly can tell, I'm a contemporary artist. So, is it strange for you or not? So, can you tell this? I'm a contemporary artist and nothing else. I think to me, like this, becoming an artist and becoming a contemporary artist is really like learning a language in a way. So, the better you learn, you're getting to know this language. In a way, the more you can say, and the better I learn this language, it's also easier to like say, hey, I'm a contemporary artist, because you can explain it. I'm doing this and this. Но вообще занятие искусством для меня сродни изучению языка, и чем больше я узнаю слов, чем лучше я владею языком, тем, метафорически говоря, языком искусства, тем с большей уверенностью, с большей основательностью я могу сказать, да, я действительно, я современный художник, потому что я могу подкрепить свои слова. And maybe also like being an artist is actually more about becoming an artist, because you always have this question like, what is it to be an artist? Exactly the question you just asked us. Ну и в некотором роде вот это вот вообще быть художником это скорее о процессе, то есть непрерывное становление художника, что ли. So, and that really forces you to always kind of reflect on the position you take. Ну и вообще вот эта ситуация, она всегда заставляет тебя обдумывать, вот что есть современный художник, что есть художник, вообще такая ситуация постоянного развития. Скажите, для Голландии, ну, для моего восприятия Голландии, да,
где есть очень, да, мощная классическая своя школа, да, голландские художники, малые голландцы, да, которых очень любят в России, и до сих пор они актуальны. Вот насколько вы чувствуете себя как бы универсальными художниками, да, не знаю, европейскими, мировыми, или для вас очень значим, да, вот эта вот линия, это пространство, которое было для вас, да, которое воплотилось в очень сильном и значимом голландском искусстве классическом? We all know that you've got very solid background of Holland fine arts in previous times. So do you think of yourself as a part, as the branch of this grown from that foundation, or you think of yourself globally? So Which artist are you talking about now? different artists from previous times, Holland artists, probably Rembrandt, or all those people, all those greats. Everybody knows about him. So, what do you think? Do you feel yourself as a part of the heritage? Well, as a starting artist, of course, you look into the art history, but once you're like really start to work as an artist yourself, I think my concern is more related to the world around us now at this moment. So that is my material, but of course examples from or historical examples can help you illustrate certain ideas or certain problems. Но, безусловно, в начале своего пути, когда я изучал искусство, я проходил через всех этих художников. Сейчас я больше черпаю материал для своего искусства в повседневной жизни. Мне кажется, это как-то более живо и более актуально. Но вместе с тем, так или иначе, все равно мы можем многому учиться у этих людей. So basically they're part of our palette, I think. Ну, таким образом, я рассматриваю вот это вот наследие как некую важную часть гигантской палитры искусства, вот этого наследия. Yeah, but I think to me, I mean, I can find Van Gogh paintings, Rembrandt paintings, like really beautiful and therefore really inspiring that these people made these paintings in their own time. But like I am never painting, so it's also a very different world for me. Но вы понимаете, дело в том, что я сам по себе не пишу картины, поэтому, хотя я признаю, что это великие художники, ну, скажем, Рембрандт и многие другие, но непосредственно они на меня не влияют, хотя я отдаю им должное. Да, ну, условно говоря, у нас, да, вы, наверное, слышали такого режиссера Андрея Тарковского, да, он не писал картины живописи, да, но почти в каждом его фильме, да, есть, к примеру, да, «Малые голландцы», так у нас называется, да, направление голландская живопись. То есть я не говорил как бы о прямом, но я бы хотел еще сказать, что в России в силу некой консервативности, да, и политической, и эстетической, условно говоря, да, искусство часто превращается в такой промысел, ремесло, да, и Репин, к примеру, да, который совершенно как бы уже далеко и абсолютно не актуален, да, кем-то, кажется, может восприниматься совершенно актуальным художником. Я только это хотел услышать, то есть для вас это не является некими иконами, да, или какими-то, да, художественными рекомендациями, впрямую не влияющие на ваше совсем другое искусство. So Rembrandt and other painters from old school is not a direct influence for you. Direct? No, we don't refer to it directly, but we could, if we for example have a project on Rembrandt, we could make references to Rembrandt. I think it might be a good comparison. So now we're here in Samara. We've been invited to the 117th birthday of Ilya Repin. In such a context, it is of course very relevant to refer to this painting and to also make a comparison with our times. Yeah, the context in which the painting was made as well. То есть в данном случае все зависит от контекста. Вот, скажем, здесь в Самаре мы участвуем в праздновании 130-летия Репина, и Репин таким образом становится актуальным, и мы можем в своих работах задействовать или обыгрывать его сюжет, его работы. И точно так же вот с голландским наследием, да, то есть если мы делаем что-то вот отсылающее к голландским мастерам, безусловно,
они влияют на нас. Но в целом нет, все-таки мы больше... Да, ну, возможно, еще такой иронический взгляд, да, постмодернистский, да, когда, или авангардный, когда ты смотришь на классическое, да, ремесленное искусство, да, изобразительное во всех смыслах слова, да, изображающее. Есть ли у вас вот такой, вы чувствуете дистанции и некий иронический взгляд на то, каким было искусство, да, до конца 19-го, до начала 20 века? So, do you feel great distance between contemporary art and the art from 19th century or before? I mean, this kind of postmodern kind of view, so ironical kind. So we are greatly far away from those guys. No. No. You don't have this No, feeling? I don't. I'm not. Нет, у нас нет такого чувства отъединенности, что мы как-то дистанцированы от них. There were different times with different ideas. I mean, you can't. There's no way of rejecting. Ну, просто, понятное дело, что были другие времена с другими идеями, с другими эстетическими категориями, но отрицать как-то, отмежевываться от этого нет смысла. And I think I would really feel a connection not in the things they made, in the paintings per se, but in the fact that these people in their times were just like us, looking for ways of making new, interesting art. Yeah. They were also searching and doing research. And communicating social inequality, for example. То есть в данном случае мне, может быть, более интересны личности художников, не сами их произведения, которые в некотором роде остались в прошлом, а личности. То есть я пытаюсь сопоставить, скажем, себя с ними, ведь в то время они тоже делали актуальное, современное им искусство, может быть, рассматривали какие-то насущные проблемы, скажем, социального неравенства и прочее. И такой вопрос, да, биографический, экзистенциальный, художественный. Как вы оказались вместе, что вас объединило, почему вы вместе? Why are you together? What brings you together? As artists? Как художники. As artists, yeah. As artists. I think me and Luz, in one way, have a very different way of working. Mm-hmm. I used to make works that were not dealing with social issues or politics. Luz always used to make works which was dealing with social issues. Yeah. Но дело в том, что вот в целом изначально у нас были очень разные подходы к искусству. То есть я, то есть в данном случае Дав, никогда не имел ничего общего то есть не объединял в своих произведениях искусства какие-то политические темы, в отличие от Луизы, которая как раз задействовала непосредственные реалии политики. And I think now we are working together. We're bringing together the things she's really good in, and the things I'm really good in. So, and that just creates a whole new thing. Ну и вот такая довольно интересная ситуация, что мы, объединяя наши старания, каждый привносит лучшее от себя, да, и таким образом получается совершенно новый, качественно новый продукт. То есть каждый привносит свою часть, а на выходе что-то особенное. А вот автор ваших произведений, да, вас двое. Вы пишете друг другу через запятую, или это автор один, и, может быть, его как-то следует назвать одним словом, а не двумя? How do you sign your works? Two surnames, or can we combine some, trying to find some common name for both of you, for your artworks? Well, actually, we were talking about that. We're still discussing that or talking about that. Ну, довольно занятно, да, что мы как раз это обсуждали, и вот этот вопрос у нас еще до конца не решен. Мы пока обсуждаем. And we might make an artwork about that. И, может быть, мы как раз на этой основе, на основе вот этого непонимания сделаем определенную работу, так сказать. Здесь, в Самаре, вы представляете работу, да, которая называется «Утопическая кухня». Да, да, вы сейчас раскроете, потому что, да, для нашего современного сегодняшнего русского уха, да, утопия, мы, скорее всего, да, нынешнее время называется антиутопией, да, многими художниками, и такая коннотация может быть, что вы вкладываете в утопическую кухню. Кухня не связана ли с тем, что это будет делаться на фабрике кухни, или это какой-то совершенно автономный какой-то проект, или проект специально сделанный для Самары? So tell us please about the meaning of the name, because for Russian ear it's a very strange thing, utopia, because we realize that we live in times of anti-utopia. Yes. Kind of this. And about the word kitchen, is it in connection with factory kitchen or something more general?
Well, we did some research into this factory kitchen or the phenomenon of factory kitchens in Soviet Russia. Но мы, в общем, занялись этим вопросом фабрики кухни, что она значила в советской России, разобрались с предметом. And there was like this utopian idea Ну, и в behind действительности it. это же и есть по существу утопическая идея, вот сама идея фабрики Or кухни. that was how it was presented to the people. Ну, или, по крайней мере, так людям это Она- подавалось все. Мы застали, как утопия перешла в антиутопию, да, как объединение людей, да, стало концентрационным лагерем. Это на глазах и в этой же фабрике кухни как бы и произошло. So we saw this horrible change from utopia to anti-utopia, Yeah. anti-utopia. Yeah, I know. Yeah, no, I It totally was understand. it was presented as an utopian place so that women could also work in the factory, so they didn't have to do like the domestic work anymore, but because you had like these big kitchens which could feed a lot of people. Ну да, вот изначально как раз вот, что касается проекта «Фабрик кухни», это же утопическая ситуация, то есть женщины могли туда приходить, не быть обремененными какими-то заботами повседневными, бытовыми хлопотами, могли работать, как им So it was of забывалось. course to industrialize the nation. And Yeah. and this is just part of what our whole performance is about. Yeah. After we were invited to do this, to take part in this exhibition by Roman and Nelia, we did quite some research, and from this research came very contradictory topics. Yes. Ну вот, по существу, вся эта тема и есть часть нашей работы. После того, как нас Роман и Нелли пригласили, мы занялись исследованием этого вопроса и пришли к определенного рода противоречивым выводам, к противоречивым заявкам. So we were actually also looking for similarities between where we live, like Umeå and Amsterdam, and Russia, Samara, Russia. Ну и мы пытались найти какие-то, может быть, параллели, какие-то схожести между вот местом, где мы живем, в Голландии, и Самарой, Россией. Yeah. And I think like as an example, the things we are dealing with are, for instance, city marketing, which is like about different cities competing for tourists, as an example, for business. But we're also dealing with the inequality of Buрлaks, how they lived in a society where they were like mostly landless peasants. Yeah. Can I? Yeah. This city marketing that is related because like here, like we heard or we read that there's a lot of people, like rich people who want to develop the city, and that maybe the games are like the FIFA games, the football games are taking place in 2018. So there's probably going to be like a lot of investments, a lot of money to Samara, but also other places in Russia. And the similar thing is going on in Umeå at the moment, because Umeå is the Cultural capital of the European capital. Union. Yeah, Yeah. at the moment. But it's actually it's a lot of, how to describe it, this like it's people with a lot of money earning a lot of money on this. And what is the right pronunciation? Umeå? Umeå. 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 But we're not, don't ask us because we're not Swedish, so we have an accent probably. Yeah. В общем, таким образом мы вот рассматривали европейскую ситуацию, какого-то соперничества между городами, и обнаружили, что в России имеет место примерно то же самое. Вот, скажем, то, что у вас в преддверии чемпионата мира в 2018 году, да, огромные капиталовложения, вот это вот соперничество городов за право принимать матчи, и вот такая вот сложная ситуация финансового соперничества. So, that's it. Yeah. And, Yeah. and Да, тогда вопрос, что утопическая кухня, да, это инсталляция, перформанс, да, это название фабрики кухни, можно, да, фабрику кухню нашу называть утопической кухней, или это какой-то самодостаточный, да, ваш проект, вот что он из себя представляет, вот то, что вы будете показывать, ваша работа, которую вы покажете здесь вот в Самаре самарским зрителям. So tell us, please, about your work, about your installation more precisely. Yeah, we made an installation, which will also be the setting for our performance. Но мы подготовили инсталляцию, которая также будет основой для перформанса дальнейшего. The installation consists of a table, a small stage next to the table,
a television on which we will play a video, and a coffee machine. Значит, инсталляция состоит из маленького стола, небольшой сцены, телевизора, по которому мы будем показывать видео, и кофемашины. Yeah, and there will be some small other parts also. Но также будут еще кое-какие небольшие детали. And on this little stage table in this whole area, we will perform all the things we have found during our research, and that we will combine in this performance. So city marketing, Buрлaks, nationalism, and also the utopian kitchen because of the location. В общем, в этом антураже мы постараемся объединить все, что мы обнаружили вот в ходе нашего исследования, да, фабрики кухни и прочее, и сюда же включим бурлаков. В общем, это будет такое сочетание. И также то, что мы говорили о финансовом соперничестве городов, то есть будет много различных тем. Yeah, yeah, and then it will be up to the audience to kind of really make their own understanding of what we are trying to say with all these very different things. И вот таким образом, объединяя вот эти вот различные совершенно темы, различные фрагменты, мы предоставляем аудитории, зрителям делать свои заключения, что же мы хотели сказать вот таким сочетанием несочетаемого. Yeah. And we're using also some text of Kropotkin to like illustrate our own position in this. А для того, чтобы проиллюстрировать и донести до зрителя нашу собственную позицию, мы используем некоторые тексты Кропоткина. Анархиста известного. Почему Кропоткин? Anarchist. Yes, we know. Why did you choose Kropotkin? Because he is emphasizing like mutual aid, like our ability as people to help each other. Поскольку он в своих работах исследовал способность людей в обществе помогать друг другу, как взаимофункционирование общества в качестве механизма взаимопомощи. В этом перечислении, в этом продуктовом наборе, который вы показываете, да, из этих элементов, я вижу, что Кропоткин самый принципиальный. Да, как бы носитель вашей идеи является Кропоткин. So, do you think that стержень, на который все надевается? Is the core of your work, is the main part? No, it's a fragment, but it also helps, like every other fragment, it helps to contextualize the work. And I think it's interesting to use him or what he has written or what is written about him to kind of help not only ourselves but also the audience to kind of step out this whole idea of nation states and start communicating as human beings. Ну, мы не рассматриваем, конечно, Кропоткина как какую-то ось всего нашего действия, но, конечно, он помогает по-своему интерпретировать нашу работу и позволяет задуматься о вопросах взаимодействия в обществе, общения в принципе людей между собой. И такой вопрос, да, вот это вообще касающийся, да, современного искусства, у которого, да, границы, методы, да, материал очень зыбкий. Для вас существует, да, вот некий неизбежный, ну так как, я не знаю, пишутся стихи, когда каждое слово должно быть на определенном месте, да, когда есть, есть какая-то иллюзия хотя бы неизбежности. Вот тот язык, тот текст, я назову, да, инсталляцию, перформанс текстом, он насколько неизбежен, то есть он написан вот только так, как должен быть написан, или эта вещь все-таки в значительной степени произвольная, игровая, случайная, где концепция значит больше, чем, собственно, да, вот этот текст, язык этой акции или перформанса. So, do you think about the meaning of the text in a serious way? So, is it really important for you precisely this kind of text? Or you can change it, or you can play with it, interchange different parts of your installation? Is it steady, or can be changeable? Well, to me, it's often most interesting if things are like changeable. So in this installation, I think we also try, by using all these loose elements, in the way we make this installation, we try, I think, to create the possibility of an audience to also to make connections for themselves and not give people some kind of a propaganda clear-cut story. No, but the
content and Ну, the в общем, по существу, я больше сторонник как раз-таки взаимозаменяемых элементов. Мне больше нравится вот эта вот подвижная структура и ни в коем случае не присущая пропаганде какая-то вот ригидность такого рода, да, и это позволяет зрителям, аудитории, оставляет им больший простор для трактования. but the content is well thought of. Но вместе с тем, само содержание инсталляции очень хорошо продумано, то есть это, конечно, не случайный набор. Yeah, but we're not. We want to show things and relations. We don't want to say like things are like this. Но нам интересно таким образом не вещи сами по себе в отрыве друг от друга, а именно их взаимодействие. Yeah, so basically we were very precise in choosing the things we work with in this installation, but within the installation, it is kind of open. Ну, то есть вот все-таки мы выбирали очень основательно, очень тщательно вот эти объекты, но мы их можем перемешивать внутри инсталляции. Ну, то есть вот такой подход. Премьера, да, этой инсталляции перформанса, да, случится 1 августа, я так понимаю, да, вот The там же opening в will be фабрике the 1st кухни. of August Yes. inside the factory kitchen. И вопрос к художникам, да, к большим голландским художникам. Да, вы каким-то образом можете, да, сформулировать вот, собственно, да, вашу стратегию художественную, да, вот что вы, о чем вы говорите, да, в искусстве. Есть ли там какая-то система устойчивых образов, да, и есть вот какое-то метавысказывание, которое проходит через ваши работы. Вы можете так сформулировать? So can you make a kind of a statement of your art in general? What is probably the main idea, the core, the backbone of your artwork? Could you say it? Well, that's very difficult, I think. But I think the backbone for me, myself, in my own drive to make art, is my curiosity. Ну, вот для меня лично основная идея – это я. Вот тот драйв, который я ощущаю, участвуя в тех или иных перформансах, моя, если угодно, отвага художника. Yeah, but I think like as far as topics go, as subjects go, it is really changing over time and changing also with where I'm showing. The locations, yeah. Но вот что касается непосредственно, может быть, основной идеи, то все это зависит от непосредственно перформанса, все это меняется, и более того, это меняется даже в зависимости от того места, где я устраиваю тот или иной перформанс. For me, it is really about showing problems, showing social problems, showing climatologisch. Problems dealing with the climate. Yeah, dealing with the climate. Но для меня это в большей степени, то есть вот арт-высказывание, это в большей степени средство, чтобы, опять же, обратиться к проблемам, и, как я уже говорил, и к социальным проблемам, а также к проблемам климатическим, глобальным. But I do it in a way in which I make clear how invisible these things are. Но я делаю это таким образом, подчеркивая, как все это незаметно, то есть как эти вещи проходят незамеченными в нашей жизни. Да, скажите, а есть какие-то вот неизбежные элементы ваших работ? Ну, к примеру, да, какого-то художника ты узнаешь, ну не знаю, он работает с водой только, да? Или она всегда есть. Кто-то там, я не знаю, с мусором, кто-то, наверное, с криком или особым образом с телом. У вас есть какие-то вот такие постоянные, да, какие-то образы, элементы, которые переходят из одной работы в другую? Probably, do you have some constant images that goes from artwork to artwork? Some kind of constant things that go through all your creation? Well, I can't say for myself, but it's more about my own private practice, because we do work together, but we also have our own private practice. Ну, я скажу в первую очередь за себя, хотя мы работаем вместе, но у каждого есть сфера, так сказать, отдельного. Yeah, then I'm always very interested in all kind of new media topics and new techniques. Я вообще очень интересуюсь в сфере новых медиа, новых технологий. Yeah, so I'm also making online works and using, for example, 3D printing. Я использую онлайн-технологии или технологию 3D-печати.
I use a lot of different materials, but I think what makes my work recognizable is that I always make objects in a way that you can see it's made, but they look like existing objects. Но что касается меня, я работаю с разным материалом, но вот то, что вы сказали, может быть, лейтмотив какой-то, я стараюсь сделать объекты, которые существуют в повседневной жизни, но вместе с тем сделать наглядным, что они как бы искусственно созданы. Yeah, or I use, for example, existing text, which I mediate in a personal way in order to kind of show that everything I show kind of went through me. So even though I make a representation of, for example, this studio, I would make everything myself to show that it's my view on this situation. Ну, то есть я подчеркиваю как бы самость своего видения того или иного объекта. Вот, к примеру, я могу иметь дело вот с этой студией, да, но я буду воссоздавать, пусть точно такую же, но сама. Вот таков мой метод художника. And you can see that it's made because I make it like roughly. Exactly. И я подчеркиваю, что мне важно, чтобы вы видели, что это рукотворное, да, и я делаю некоторые объекты нарочито грубо. И последний вопрос, да, из-за того, что да, время наше почти истекло, увлекает ли вас что-то, да, в других художниках, да, создателях акций, перформансов, инсталляций, что потрясло вот самое последнее время? Вообще вы обращаете внимание на то, что делают другие художники, насколько для вас значимо, и производят ли что-то, да, в современном искусстве вот такое сильное непосредственное впечатление, да, как это было когда-то с искусством? So, what is your most vivid impression from the last times from the creation of other contemporary artists? And is it important for you what others make? Does it make some connection with your own creativity? Mm-hmm. I think, well, because last September we moved to the north of Sweden, to the town where we are now doing our masters. It's called Umeå, and then there are not many galleries there. So it's very different from living in, for instance, Amsterdam, Moscow, or any other big city where there's a big and very lively art scene. So I'm not going to many exhibitions. Everything second-hand, like. Мы вот недавно переехали в Швецию, и в небольшой городок, и там ситуация совсем не такая, как в Амстердаме, откуда мы родом, или же в Москве, который перенасыщен галереями. Стало быть, вот в этом шведском городке у нас не было много возможностей ходить непосредственно в галереи, их просто там нет. Yeah, so we get it like second-hand at the moment, like by reading. But like what I found like an intriguing, like artworks can be like something which is like finished and you can look at it, but it can also something that can come to existence in your mind. And in this research for Utopian Kitchen, this work, I came across, I don't know how to pronounce his name, Vladimir Sokorin. Владимир Сокорин? Yeah. Или Сорокин? And he wrote. Writer? Yes. And he wrote Norma. Владимир Сорокин, да, это, на мой взгляд, просто один из самых лучших современных писателей. Да, Норма это Библия, да, русского постмодернизма. So it's very famous. But I couldn't find a translation, so I read about this book Norma, and it really like inspired me. So maybe that's an answer that. В общем, если подытоживать, ситуация такова, что мы, поскольку живем в небольшом городке, мы лишены непосредственного контакта с искусством и в большей степени соприкасаемся не с ним, а читаем о нем. Да? И таким образом обнаруживаем очень интересный момент восприятия. То есть, читая о произведении искусства, ты вовлекаешься в него, как-то достраиваешь. И вот такая ситуация у меня была, скажем, с Владимиром Сорокиным, с его произведением «Норма». Поскольку я не могла найти достойного перевода на голландский или на шведский, то я читала об этой книге и составила интересное и, наверное, оригинальное мнение об этой книге. Вот, то есть в настоящее время мы познаем современное искусство таким образом. Это ваша, да, модель вашего художественного существования, настоящее, не настоящее, да, и здесь
Да, вы не читаете Сорокина, но да, создаете своего Владимира Сорокина на основании различных интерпретаций. So it could be a part of your artistic method, reading about some art work and then constructing your own mind. Certainly, Yes, yeah. your Yeah, own because thoughts. the concept of the novel is very intriguing. I really want to try to read it. Maybe it's translated in German, then I can read it, but I don't think it's translated in English. Ну, в общем, вот, конечно, это все интересно, но что касается Сорокина, я бы хотел прочитать. Может быть, его перевели на немецкий, тогда и все. Перевели на немецкий и на английский. На немецкий очень He's хороший translated in перевод. German, so you will Да, find. он живет много в Германии. And И he lives in German. если, part-time. вот, чтобы понять сегодняшнюю Россию, надо читать все-таки Сорокина, а не смотреть Репина. Репин – это некий такой миф о России. Да, Сорокин – это очень глубокое, тонкое, игровое разоблачение сегодняшней So if you want реальности. to understand Russian reality nowadays, you got to read Sorokin. Mm, Not interesting. probably deal with Repin, who was Yeah. many years ago, but Mhm, mhm. strictly Sorokin. He's very deep writer. And, Interesting. Yeah. Yes. Это был эфир для Луизы Дегенер и Дава Малдера, голландских художников, живущих в Швеции, помнящих, что у них было голландское искусство, но от них не зависящее, но тем не менее они оказались в Самаре, и это сам по себе некий перформанс, это тоже некое такое, какое-то такое актуальное произведение, обстоятельств, они здесь, и я вот на них смотрю, при том, что они, люди мира, универсальные люди, отдельно, разоблачающие свою реальность, они очень похожи, на те лица, которые я вот с детства помню, которые, видел на картинах тех самых малых голландцев, которых я собирал на открытках. Мне кажется, что они на свою Голландию историческую гораздо больше похожи, чем мы с Андреем, на Россию. Мы черт тебя знает кто, а вот я их вижу, и сразу узнаю. И в этом есть, наверное, своя закономерность. Спасибо вам, что вы приехали, что вы будете, разговаривать с нами на фабрике кухня, на утопической фабрике кухня. Спасибо. Спасибо.